Говорят, что животные чувствуют то, что человек объяснить не может. Они уходят от мест, где нет видимой угрозы, не возвращаются туда, где все кажется нормальным, и иногда полностью избегают территорий, на которые у нас нет ответа. И на Земле есть одно такое место. В глухих лесах Восточной Сибири есть холм, к которому не приближаются животные. Его называют «гнездо огненного орла». Это 40-метровая каменная структура конусообразной формы со гладким куполом на вершине. Вокруг следы выжженной земли и разрушенного известняка. Нет вулканов, нет ударов метеоритов. Ничто не объясняет его происхождение. Ничего драматичного на первый взгляд, просто возвышенность посреди дикой местности. Но вокруг него происходит то, что сложно понять. Животные обходят его стороной. Не избирательно, не иногда, а постоянно. Олени, птицы, даже мелкие звери, будто у этой зоны есть невидимая граница. Местные жители тоже избегают приближаться к этому холму. Не потому, что есть официальные запреты, а потому что слишком много странных совпадений. Техника начинает вести себя нестабильно. Приборы дают сбои, компасы теряют точность. И чем ближе приближаешься к центру, тем сильнее ощущение, что пространство ведет себя иначе. Но самое странное было, когда туда отправлялись исследовательские группы. Некоторые приборы переставали работать уже на подходе к холму. Камеры давали помехи, радиосвязь обрывалась без причины, а отдельные участники экспедиции позже рассказывали о резком ухудшении самочувствия, слабость, головокружение, дезориентация. Никаких доказанных опасных факторов найдено не было, и все же результат повторялся. Холм остается нетронутым, почти игнорируемым, будто сама природа вокруг него создала зону, куда лучше не заходить. И самое тревожное, у этого места нет объяснения, которое устраивает всех. Но это только начало, потому что если один участок Земли может вести себя так странно, то что скрывается там, где уже давно никто не бывает? Пишите в комментариях, что вы думаете о гнезде огненного орла. Есть находки, которые сначала кажутся просто странными, а потом начинают вести себя так, будто не хотят, чтобы к ним приближались. История балтийского объекта именно из таких. Все началось с обычного сканирования дна моря в 2011 году в Ботническом заливе Балтийского моря между Швецией и Финляндией. Команда шведских исследователей и дайверов из группы Ocean X Team, которую возглавляли Питер Линдберг и Деннис Оберг, работала с сонаром, ожидая увидеть привычный подводный ландшафт – холмы, впадины, возможно, следы старых кораблей. Но на экране появилась форма, которая не вписывалась ни в одну известную категорию – идеальный круг. Огромный, около 60 метров в диаметре. И самое странное, он выглядел не как случайная геология, а как структура с намерением, четкие границы, ровные линии, симметрия, которая почти не встречается в природе. В какой-то момент команда решила, что это может быть корабль или обломки древнего сооружения, но чем ближе они подбирались к объекту, тем меньше он походил на что-то привычное. Когда дайверы впервые спустились вниз, началось то, чего никто не ожидал. Сначала слабые сбои оборудования, потом исчезновение связи. Дальше полная потеря ориентации. Компасы перестали работать так, будто магнитное поле вокруг них просто исчезло или исказилось. Некоторые приборы показывали значения, которые не имели смысла. И в этот момент появляется самый странный элемент истории – человеческое восприятие. По словам участников, под водой стало неправильно тихо, необычная тишина глубины, а ощущение отсутствия привычного фона мира, как будто пространство перестало вести себя естественно. Один из дайверов позже потерял сознание прямо во время погружения. Остальных срочно подняли на поверхность. После этого экспедицию остановили. Когда данные начали анализировать, ситуация стала еще сложнее. Ни одна известная геологическая модель не объясняет идеальную геометрию объекта. Ни один тип породы не ведет себя так с электроникой. И ни одна теория не может уверенно сказать, что это вообще такое.
Позже появлялись разные версии, от природной формации до следов древнего воздействия неизвестных процессов, но ни одна из них не закрывает все аномалии. И, возможно, самое тревожное здесь не форма и не размеры, а то, что объект до сих пор там, на дне моря, не изученный до конца. И каждый новый сигнал сонара только добавляет один вопрос. Это просто геология или что-то, что мы не можем распознать? Напишите в комментариях, хотели бы вы погрузиться с аквалангом в этом месте? В следующий раз, когда смотришь на древние постройки, представь себе простую картину. Люди с примитивными инструментами, медленно складывающие камень за камнем. Представил? Но на Земле есть место, которое ломает эту логику полностью. Это комплекс Саксайуаман, рядом с городом Куско. В горах Южной Америки, Перу, находится каменная кладка, где блоки подогнаны с такой точностью, что между ними невозможно просунуть даже тонкое лезвие. И речь не о маленьких камнях. Некоторые из этих блоков размером с автомобиль, а вес отдельных сравним с небольшими зданиями. При этом они не просто сложены рядом, а буквально вплетены друг в друга под разными углами, создавая сложную трехмерную структуру. Официально это наследие инков, цивилизации без железа, без колеса и без инженерных инструментов, которые могли бы объяснить такую точность. Но тогда возникает вопрос, как они перемещали и обрабатывали такие гигантские камни с подобной идеальностью? Современные инженеры, пытаясь повторить подобное, используют лазеры, краны и компьютерные расчеты, но даже с этим не всегда могут достичь того же уровня подгонки. А самое странное, эти стены пережили мощнейшие землетрясения, которые разрушали более поздние постройки вокруг, и все равно остались практически нетронутыми, будто сама структура распределяет нагрузку так, что разрушить ее невозможно. И чем больше смотришь на эти камни, тем сильнее ощущение, что это не просто кладка, а результат знаний, которые мы до конца не понимаем. Но тогда возникает еще более тревожный вопрос. Если такие технологии уже существовали в древности и могли исчезнуть бесследно, что еще может быть скрыто в местах, куда никто давно не заглядывал? Например, в тех странных структурах, которые находят в самых удаленных пустынях, где в скалах неожиданно появляются металлические элементы. А вы были в Южной Америке? Пишите в комментариях. В пустыне западного Китая, рядом с высохшим соленым озером, обнаружена странная гора. Представь, ты находишься среди сухих скал и песка, где, по всем известным данным, никогда не существовало развитой инфраструктуры, и вдруг прямо из камня торчат металлические трубы. Не обломки, не случайные фрагменты, а именно система с соединениями, углами, разветвлениями, как будто это часть инженерного проекта. Некоторые элементы уходят глубоко в породу, другие соединяются между собой под прямыми углами, словно кто-то заранее планировал целую сеть внутри горы. Когда их пытались исследовать, оказалось, что возраст этих конструкций может превышать сотни тысяч лет, что полностью выбивается из привычной истории человечества. Официальные объяснения пытаются свести это к природным процессам, например, к минерализации или окаменевшим корням. Но проблема в том, что природа редко создает идеальные цилиндры, ровные соединения и структуры, похожие на технические узлы. И чем больше смотришь на эти объекты, тем сильнее возникает ощущение, что это не просто случайность, а система с функцией, которую мы пока не понимаем. Но тогда возникает следующий вопрос. Если в разных точках планеты находят следы странных технологий, которые не вписываются в историю, то, может быть, и самые загадочные письменные источники прошлого тоже скрывают нечто, что мы до сих пор не смогли расшифровать. Например, древние тексты, которые выглядят как язык, но не поддаются ни одному известному коду. Поделитесь в комментариях своим мнением. Среди всех загадок прошлого
Есть одна, которая особенно выбивается из привычного понимания истории. Это тексты, которые вроде бы написаны, но при этом не читаются вообще ни одним известным способом. Представь книгу, где каждая страница заполнена аккуратными символами, будто это полноценный язык с грамматикой и смыслом, но ни один человек на Земле не может его перевести. Это рукопись Войнича, которая довела некоторых самых умных людей мира до отчаяния. Она была обнаружена в начале 1900-х годов. В ней сотни страниц с иллюстрациями, символы, которые никто не смог расшифровать, и тексты на языке, который никогда не существовал. Это не просто набор случайных знаков, потому что в этих текстах прослеживается структура, повторяющиеся элементы, закономерности, даже визуальные слова, которые ведут себя как части настоящего языка. И самое странное, что эта система настолько последовательна, что современные алгоритмы и криптографы тоже приходят к выводу, что перед ними не хаос, а что-то организованное. Но смысл остается недоступным. Иллюстрации внутри таких рукописей только усиливают загадку. Растения, которых не существует, схемы, напоминающие научные диаграммы, и сцены, которые не привязаны ни к одной известной культуре. Возникает ощущение, будто это не просто книга, а попытка зафиксировать знания, которые мы больше не умеем понимать. И чем глубже исследователи пытаются приблизиться к разгадке, тем больше появляется версий, от древнего кода до намеренно созданной системы, которую нельзя расшифровать в принципе. Но тогда возникает еще более сложный вопрос. Если древние могли создавать такие сложные информационные системы, то могли ли они также оставить после себя устройства, которые не просто записывают информацию, а буквально моделируют движение самого неба, как это делают механизмы, найденные на затонувших кораблях древнего мира? Пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть продолжение.